Секрет раскрыт. Почему лодки не ходят между Гавайскими островами? Гавайи — это истинный уголок рая, который давно ассоциируется с беззаботным отдыхом и ощущением тепла для людей всех возрастов по всему миру. Теплый климат, богатая растительность и активное движение лавы дают островам особый характер, превращая их в бесконечный источник природных чудес. Сегодня я расскажу вам о удивительных причинах, почему лодки не ходят на Гавайях. Поехали! Сказочные Гавайи. Гавайи — это архипелаг вулканического происхождения, расположенный посреди Тихого океана. Несмотря на свою удаленность от материков, с 21 августа 1959 года эти острова стали 50-м штатом США. Гавайи занимают стратегическое положение на северо-восточной окраине Полинезии, почти в самом центре северной части Тихого океана. Когда-то архипелаг был важным центром китобойного промысла, а также значимой территорией для производства сахарного тростника и ананасов. Сегодня экономика Гавайев в значительной степени зависит от туризма и военных баз США. Природа Гавайев продолжает оставаться их главным сокровищем. Острова привлекают туристов своим теплым тропическим климатом, живописными пляжами и обилием природных красот. Протяженные береговой линией, зелеными тропическими лесами, водопадами, бурными реками, пронзающими каньоны и действующими вулканами. Это идеальное место для любителей активного отдыха, серфинга и тех, кто интересуется биологией и вулканологией. Пляжи Гавайев — это не только золотистые и белые пески, но и уникальные красные, черные и даже зеленые пляжи, в которых отражается разнообразие местных природных особенностей. Гонолулу, столица Гавайев, является крупнейшим городом и культурным центром штата. Его население составляет более 1,3 миллиона человек, включая военных, и миллионы туристов, которые ежегодно посещают острова. Официальными языками являются гавайский и английский. На Гавайях проживает большое этническое разнообразие, где около 50% населения составляют азиаты, особенно японцы и филиппинцы. Религиозная картина также разнообразна. Половина населения не идентифицирует себя с какой-либо религиозной группой, третья часть исповедует христианство, 10% на буддизм, а оставшиеся 10% относят себя к другим конфессиям. Площадь штата Гавайи составляет почти 11 тысяч квадратных миль, а протяженность побережья около 752 миль, что ставит архипелаг на 4-е место по длине побережья среди всех штатов США, уступая только Аляске, Флориде и Калифорнии. Коротко о многом. Вайкики-Бич — это не только самый популярный, но и один из самых уникальных пляжей Гавайев. Несмотря на свою известность, песок здесь был привезен с побережья Калифорнии, а вот сам пляж, к сожалению, сокращается из-за интенсивной застройки побережья отелями, которые приводят к просадке почвы. Это и объясняет высокие цены на недвижимость в этом районе. Гавайи считаются родиной серфинга, и здесь зародилась культура этого экстремального вида спорта, которая теперь покорила весь мир. Каждый год здесь проходят крупные соревнования по серфингу, а самые опытные серферы осмеливаются кататься на волнах в водяной трубе. Природной воронки, которая образуется, когда волна высотой 10-20 футов обрушивается и создает эффект трубы, в которую нужно попасть на доске. Местные жители также известны своей любовью к пикапам с огромными колесами. В таких автомобилях можно ездить в открытом кузове, при этом даже не пристегиваясь ремнем безопасности. А на мотоциклах принято ездить без шлемов, что считается частью гавайского стиля жизни. Еще одной уникальной чертой Гавайев являются фуд-траки — фургончики с уличной едой, которые специализируются на одной кухне, например, японской, китайской или гавайской. Эти фургончики часто встречаются в людных местах и становятся настоящими фуд-кортами, собирая вокруг себя местных жителей и туристов, жаждущих вкусных и свежих блюд. Гавайи — это райские тропические острова, где каждый уголок дарит что-то особенное. Почему путешествие на лодке на Гавайях невозможно? Между Гавайскими островами нет регулярного водного сообщения по ряду причин, которые делают такие перевозки неудобными и дорогостоящими. Самая главная причина — это расстояние между островами. Острова Гавайского архипелага расположены на значительном расстоянии друг от друга. Чтобы его преодолеть, потребуется десятки часов. Например, от Оаху до Большого острова придется добираться аж 30 часов. От этого же острова до Кауаи парусная лодка дойдет за 18 часов, а моторная — за 6. Кроме того, существующие законы, такие как закон Джонса и закон о пассажирских перевозках 1886 года, значительно усложняют и удорожают водные перевозки на Гавайях. Строительство судов в США обходится намного дороже, чем за рубежом, что делает частные водные перевозки экономически нецелесообразными. Между островами пробовали запустить паромное сообщение.
Однако ничего хорошего из этого не вышло. Например, компания Hawaii Super Ferry, которая была основана в 2003 году, столкнулась с экологическими протестами и судебными разбирательствами, приведшими к закрытию. В итоге для большинства туристов воздушные перелеты между островами гораздо удобнее долгих паромных путешествий. Передвигаться на лодках весьма трудно еще и из-за природных особенностей. В частности, Гавайские острова являются частью вулканической цепи, что делает их вершины одними из самых высоких гор на планете. Это означает, что водные пути между островами могут быть глубокими и труднопроходимы. Воды между островами могут иметь глубину до 820 футов. Морская вода в этих районах может быть бурной, что приводит к морской болезни и создает дополнительные сложности для путешественников. Пролив Линуи-Ха-Ха известен своими сильными ветрами и бурными волнами, что делает движение по воде крайне сложным и опасным. Гавайи состоят из 24 островов. Я расскажу вам о самых интересных из них. Остров Гавайи. Остров Гавайи, часто называемый Большим островом, это самый крупный остров архипелага, занимающий 62% всей его территории. Здесь находится ряд природных рекордов и уникальных объектов, включая самые активные и грандиозные вулканы планеты. Килауэ, расположенный на этом острове, является самым активным вулканом в мире, а Мауна-Лоа – самой массивной горой на Земле. Также на Большом острове находится Мауна-Кеа, гора, которая, если измерять ее от основания на дне океана, превосходит по высоте даже Эверест. Кроме того, на острове расположен самый крупный национальный парк штата – национальный парк Гавайские вулканы, где можно увидеть впечатляющие природные ландшафты, созданные вулканической активностью. Большой остров также примечателен тем, что является самой южной точкой США. Не менее захватывающие и другие природные достопримечательности острова. Среди них живописная долина Вайпио, знаменитая своими зелеными склонами и прекрасными видами, а также плантации кофе и орехи макадамия, которые делают этот остров важным производственным центром. Кроме того, на Гавайях есть уникальный пляж с зеленым песком, являющийся одним из двух таких пляжей в мире – Оаху. Оаху – самый густонаселенный и экономически развитый остров архипелага, на котором расположена столица Гавайев, город Гонолулу. Это главный финансовый и коммерческий центр штата, а также важный транспортный узел. Гонолулу с его знаменитым пляжем Вайкики является одним из самых популярных туристических направлений на островах. Золотые пески и живописные виды пляжа Вайкики привлекают отдыхающих со всего мира и является символом гавайского отдыха. Центральная долина Оаху знаменита своими плантациями ананасов, которые в прошлом были важной частью экономики острова. Помимо этого, зимой северное побережье Оаху превращается в мировую столицу серфинга, где крупные волны привлекают опытных серферов и зрителей со всего света. Оаху также славится историческими памятниками, среди которых мемориал линкора «Аризона» в Перл-Харбор. Этот мемориал является не только важным историческим объектом, но и одной из самых посещаемых достопримечательностей Гавайев, напоминающей о событиях, которые привели к вступлению США во Вторую мировую войну. Мауи. Мауи – второй по величине остров Гавайского архипелага, который славится своими природными красотами и курортными зонами. Остров является домом для знаменитого вулканического кратера Халиакала, высота которого достигает 10 023 фута 3055 метров, а его огромный кратер представляет собой захватывающее зрелище. Среди популярных курортов на Мауи – Лахайна, Каанапали и Капалуа, которые предлагают отличные условия для отдыха и развлечений. На восточной стороне Мауи расположен живописный поселок Хана, добраться до которого можно по одной из самых красивых дорог в мире. Этот путь славится множеством поворотов, живописных водопадов и захватывающими панорамами восточного побережья острова. Мауи также известен своим привлекательным климатом для водных видов спорта, особенно виндсерфинга, который является одним из самых популярных увлечений на острове. Кроме того, Мауи привлекает туристов своими пляжами, водопадами, возможностями для наблюдения за китами, а также известными своими романтическими закатами. Остров предлагает множество вариантов для активного отдыха, включая гольф, подводное плавание и многие другие виды спорта, что делает его идеальным местом для отдыха на любой вкус. Кауаи. Кауаи, также известный как остров Сад, считается одним из самых живописных и зеленых островов Гавайев. Здесь расположены уникальные природные чудеса, которые привлекают туристов со всего мира.
Река Вайлуа, извивающаяся через тропические леса, является одной из самых живописных рек острова, а каньон Ваймеа с его яркими красными и зелеными скалами называют гавайским Гранд-каньоном благодаря его величественности и красоте. Побережье Напали — это одна из самых запоминающихся достопримечательностей Кауаи с его крутыми утесами, скрытыми пляжами и невероятными видами, доступными только с воды или по пешим тропам. Это место, которое трудно забыть благодаря своему дикой природной красоте. Гора Вайале-Але, расположенная в центре острова, известна как одно из самых дождливых мест на планете, получая осадки в среднем более 433 тысяч милей в год. Это делает ее территорию необыкновенно зеленой, а тропические леса вокруг горы по-настоящему изумительными. Кауаи – идеальное место для любителей природы, приключений и спокойного отдыха среди величественных ландшафтов. Молокаи. Молокаи – один из самых уникальных и нетронутых островов Гавайев, часто называемый островом традиций, за его сохраненную атмосферу старины и отсутствие излишней коммерциализации. Он является одним из двух мест в Соединенных Штатах, где проживали римско-католические святые, а также единственным местом, где оба праведника находились одновременно. Этот факт придает Молокаи особое историческое и религиозное значение. Кроме того, остров славится самыми высокими прибрежными скалами в мире, которые впечатляют своей величественностью и красотой, а также самыми длинными рифами в США, что делает его привлекательным для дайвинга и любителей подводного мира. Один из крупнейших песчаных пляжей Гавайев также расположен на Молокаи, предлагая уединение и спокойствие вдали от туристической суеты. Несмотря на свое природное богатство, Молокаи остается наименее развитым среди Гавайских островов. Здесь нет крупных курортных комплексов, светофоров и зданий выше высоты кокосовых пальм. Остров сохранил свою аутентичность и предлагает путешественникам атмосферу спокойствия и близости к природе, что делает его уникальным местом для тех, кто ищет тишину и умиротворение. Ланai. Ланай – один из самых уединенных островов Гавайского архипелага, который в прошлом был известен как дом самой крупной в мире плантации ананасов. В течение десятилетий остров был важным центром производства ананасов, прежде чем сельское хозяйство было заменено на туристическую индустрию. Сегодня на Ланае расположены несколько эксклюзивных курортов, которые предлагают своим гостям высокий уровень уединения и роскоши среди живописных пейзажей. Сейчас Ланай привлекает путешественников, ищущих отдых вдали от массового туризма. Остров стал местом для людей, которые ценят тишину, покой и уникальные природные виды. Здесь можно насладиться не только пляжами с кристально чистой водой, но и разнообразными активностями, такими как гольф, дайвинг, рыбалка и экотуризм. Климатические условия. Несмотря на свою сравнительно небольшую площадь, Гавайи впечатляют разнообразием природных климатических зон. Здесь можно встретить 10-дневные циклы от влажных тропических лесов до сухих саван, и это делает острова настоящим микрокосмом различных экосистем. И даже если погода кажется спокойной, радуги на Гавайях – обычное явление, и они появляются тут ежедневно, наполняя природу яркими красками. Остров Кауаи стал знаменит благодаря уникальному рекорду. Здесь шел самый длинный ливень на планете – целых 8 месяцев без остановки, что является собой природное чудо. Природные чудеса Гавайев не ограничиваются только дождями, но и частыми землетрясениями, которые происходят почти так же часто, как и дожди. Острова активно находятся в процессе геологического обновления. Иногда извержения лавы порождают новые земли, а целые участки острова могут затопляться. Однако, несмотря на активную вулканическую деятельность, гораздо больше людей теряют жизнь не от вулканов, а от океана. Смельчаки, решившие покорить его волну, подвергаются риску. Океан на Гавайях, особенно в районах с мощными прибоем и скрытыми течениями, представляет собой опасность для неосторожных. Хотя природа на Гавайях красивая, жить там постоянно отнюдь не так хорошо. Почему? Смотрите далее. Дорогая земля. Гавайи – это не только рай для туристов, но и место, где стоимость жизни и недвижимости выходит за рамки обычного. Земля и недвижимость здесь стоят целое состояние. Номер в хостеле обойдется минимум в $75 за ночь, а парковка ее столько же. Купить участок земли в 1 акр можно за сумму, колеблющуюся от 10 до 300 тысяч долларов, в зависимости от местоположения. Самая доступная земля расположена в зоне повышенного риска, где существует реальная угроза от извержений вулканов, что придает определенную опасность инвестициям. Нетипичный туризм. Восхождение на вулканы Гавайев – это не только популярное развлечение, но и уникальная возможность для туристов и местных жителей насладиться захватывающими видами. Преодоление 1048 ступеней на одном из вулканов становится настоящим испытанием, которое вознаграждается панорамным видом на окрестности и океан. Впрочем, помимо стандартных маршрутов, есть и более опасные, такие как лестница в небо, построенная во времена Второй мировой войны. Этот скрытый и крайне рискованный путь сегодня запрещен для использования, но несмотря на это, некоторые отважные
обычные туристы все равно пытаются его преодолеть, осознавая, что если их поймают, им грозит штраф в $1000. Рай для фрилансеров, хипстеров и бездомных. В эпоху пандемии Гавайи стали настоящим убежищем для американских фрилансеров. Работая удаленно, многие жители крупных мегаполисов стремились переместиться в более спокойное и вдохновляющее место. Гавайи быстро привлекли внимание как идеальное место для жизни и работы, и в Гонолулу образовалось настоящее фриланс-сообщество, в том числе с участниками из стран бывшего СССР. Кроме того, Гонолулу славится хипстерским районом, который ежегодно принимает фестиваль граффити. В этом районе улицы и дома украшены яркими рисунками, и местные жители гордятся своими произведениями искусства, включая знаменитые портреты, например, Барака Обамы, который родился и вырос именно здесь. Однако Гавайи не только место для фрилансеров и художников. Теплый климат и социальные пособия сделали острова привлекательными для бездомных. Государственная поддержка в размере $700 в месяц и бесплатное здравоохранение сделали жизнь на Гавайях комфортной для тех, кто оказался без дома. Отсутствие налогов и изобилие еды еще больше способствуют тому, чтобы Гавайи воспринимались как рай для лиц без определенного места жительства. В Гонолулу также существует не совсем обычная проблема – огромное количество диких кур и петухов, которые бесконтрольно размножаются в городе. Как голуби в крупных городах, они присутствуют повсюду, создавая некую экзотическую атмосферу. Несмотря на их избыточное число, охота на этих птиц запрещена, и они продолжают мирно существовать в городских просторах, наслаждаясь своим безмятежным существованием. Все эти обстоятельства, как экологические, так и экономические, делают водное сообщение между Гавайскими островами трудным и дорогостоящим, а перелеты на самолете более удобным и быстрым вариантом для путешественников. Несмотря на это, Гавайские острова продолжают оставаться излюбленным местом отдыха для людей со всего мира. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.